Вот такая мягкая панама получилась. Смотрится красиво под мех. Еще бы был такой оттенок серый какой-нибудь, было бы вообще шикарно. Значит, что по размерам? Так, давайте измерим ее. Где обхват головы у нас будет? Вот она будет одеваться. И на обхват головы у нас здесь получается 27 сантиметров ширина. Так, ширина здесь внизу, где идет у нас бортик, 39 сантиметров. Длина данной панамы 27 сантиметров. Что касается расхода, значит, на данную панаму у меня ушел ровно один моток. И осталась всего лишь одна петля в конце мотка. Когда я довязывала до конца уже, ну, вот эту панаму, осталась у меня всего лишь одна петля с мотка. Я вязала две такие панамы, первую пробную, значит, и в той панаме у меня с мотка оставалось, это два разных мотка, если что, вот она вторая, то здесь у меня осталось 7 петелек. Так что смотрите, когда будете вязать, будьте очень внимательны, чтобы не потерять никакие петли. Вот, потому что может даже, я смотрю, что и не хватить петель, если вдруг где-то что-то потеряется. А так, в принципе, одного мотка вполне хватает на панаму. Сегодня будем вязать панаму из пряжи Alize Puffy Fur. Пряжа идет с петельками. Оттенок 61-15, расход 100 грамм, 6 метров. Значит, начинаем с того, что ищем нашу первую петельку. Нашли первую петлю и сейчас будем провязывать в нее первый наш ряд. Значит, вот первая петля, берем вторую и заводим в первую петлю. Завели. Теперь во вторую петлю мы провязываем нашу третью петлю. Первая петля — это будет наше так называемое кольцо, в которое мы сейчас провяжем наших первые 10 петель первого ряда. Ну, начнем наше вязание. Начинаем мы с макушки. Так, значит, вот наша первая петля. Дальше берем, значит, мы провязали 1, 2, 3, значит, четвертую петлю мы провязываем в первую петлю, а в четвертую будем провязывать нашу пятую петельку. Дальше шестая петля провязывается в первую петлю, в кольцо. Шестая. Так, седьмая петля провязывается в шестую петельку. Провязали. Так, восьмая петля. Будем ее провязывать опять в кольцо, в первую. Восьмая. Девятая будет провязываться в восьмую. Так, десятая петля. Провяжем ее мы в кольцо, то есть в первую петлю, десятую, а одиннадцатую провяжем в десятую. Дальше двенадцатую в первую, тринадцатую в двенадцатую, четырнадцатую в первую, пятнадцатую в четырнадцатую. Дальше идет 16 в первую, 17 в 16, 18 петелька в первую петлю, а 19 в 18. Так, провязали. Сейчас посчитаем, сколько у нас получилось. Должно быть 10 всего вот таких вот петелек мы должны провязать. Значит, смотрите, вот первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая. Значит, еще одна. Это была у нас 19-я, следующая 20-я. Значит, мы ее провязываем в первую, а 21-ю мы провязываем в 20-ю. И все. Вот наш первый ряд. Мы его закончили вязать. Сейчас нам нужно взять маркер и отметить начало нашего ряда, первую петлю. Вот она, первая петелька. Помечаем ее, чтобы не потерять начало нашего ряда, потому что, смотрите, значит, ряды, здесь мы когда вяжем, их невозможно посчитать. Ну, по крайней мере, у меня не получилось, но я особо и не пыталась их считать. Ну, мне так кажется, да? За счет того, что она такая идет пушистая пряжа, будет неудобно считать ряды, поэтому
Ну, будьте внимательны. Так, провязали первый ряд, сейчас вяжем второй. Второй ряд мы будем вязать прибавки. То есть в одну нашу петельку мы будем продевать 2 петли, чтобы у нас во втором ряду в конце ряда получилось 20 петель. Каким образом? Вот берем нашу одну петельку, заводим в петлю и сюда же заводим следующую, вторую петельку вот сюда. Вот наших 2 петли с одной получилось. Дальше следующая петля, в нее опять заводим одну петлю и сюда же вторую петлю. Провязали. Так, следующая петля, берем одну сюда, провязываем и вторую провязываем. Вот таким образом провязываем этот ряд до конца, наш второй. Все, довязали второй ряд. Маркер я переснимаю на следующую петлю, чтобы было проще следить за началом ряда. Так, и значит, третий ряд сейчас мы будем провязывать просто вот эти наших 20 петель, петля в петлю, без каких-либо прибавок. Просто провязываем петелька в петельку все 20 петель без изменения. Наш третий ряд. Довязываем его до конца. Так, третий ряд довязали. Сейчас будем вязать четвертый ряд. Так, маркер меняю. Так, и как мы вяжем четвертый ряд? В четвертом ряду будем делать сейчас прибавки. Каким образом? Значит, смотрите, первую петлю провязываем одной петелькой, вторую петлю провязываем одной петелькой, в третью петлю провязываем 2 петли, то есть делаем прибавку, одну петельку в третью и сюда же еще одну провязываем, еще одну, провязали, сделали прибавку. И опять вяжем точно так, с такой же последовательностью. То есть одна петелька, вторая петелька, а в нашу третью мы провязываем 2, одну и сюда же вывязываем вторую петельку. Таким образом вяжем до конца ряда. Наш этот, получается, это у нас, это четвертый наш ряд. Опять 1, 2 и прибавка. В конце ряда там немножко по-другому получится. Прибавочка, опять еще раз 1, 2 и прибавка, раз сюда и вторая сюда же, и еще один раз, раз, 2 и прибавка, 1 и 2, раз, 2, дальше прибавка, 1, одна петелька и вторая петелька сюда же. И вот мы довязали, смотрите, до конца. Вот мой маркер. Так, вот он здесь. И у меня здесь остается, вот я сделала прибавку, и сейчас у меня остается 2 петли. Да? Значит, я провязываю одну петлю. Это уже в конце в самом. Провязала одну петлю петелькой, да? А уже вторую я буду делать прибавку. Раз и 2. То есть до этого, до самого конца я вязала 2 петли прибавка, а в конце, так как у меня всего лишь 2 петли осталось, если я их провяжу без прибавки, то здесь получится такой большой промежуток из 4 петель. Ну, мне это не нужно, поэтому в конце я провязала просто 1 петля и прибавка. Так, опять меняю маркер. Так, и сейчас уже получается, мы довязали вот этот четвертый ряд, будем начинать вязать пятый ряд, просто петля в петлю. Значит, смотрите, сейчас у нас должно быть 27 петель. Вот когда мы провязали четвертый ряд с прибавками, 27 петелек. То есть пятый ряд мы сейчас вяжем петля в петлю, все наши вот эти 27 петелек, без каких-либо изменений, провязываем их. И это наш будет пятый ряд. Так. Все, довязала я пятый ряд до конца, 27 петель. Так, значит, что еще хочу вам сказать. Больше я прибавок делать не буду сейчас. Сейчас я уже вывязываю на длину. Значит, еще 6 и 7, 2 ряда. Я провяжу сейчас без изменений по 27 петель. И потом уже с вами встретимся. Скажу, что делать дальше. Вяжем 2 ряда без изменений, 6 и 7.
Все, довязала я 7-й ряд без изменений, 27 петелек. И сейчас уже начиная с 8-го мы будем делать наш бортик вывязывать, то есть будем вязать с прибавками. Каким образом? Значит, смотрите, опять вяжем точно такую схемку, как мы вязали до этого наши прибавки, то есть 1, 2, 2 петельки, вот одна петелька в одну петлю, вторая петелька во вторую петлю, а третья и четвертая это уже будут в третью, то есть мы делаем прибавку. Одна петелька сюда и сюда же вторая петелька, то есть сделали прибавку. Опять одну петельку провязали, вторую петельку провязали, а в третью петельку вывязываем 2 петли, одну и сюда же вторую провязываем. Вот таким вот образом делаем прибавки до конца ряда. Одна петелька, вторая петелька, прибавка, одну и вторую сюда же в эту петлю. Вот, вяжем так до конца весь этот ряд. Все, довязала я 8-й ряд. Сейчас буду вязать уже 9-й ряд. Это последний ряд, потому что у меня уже здесь осталось совсем небольшой остаток ниточки. Хватит только на один ряд. И мне этой длины достаточно. Значит, 9-й ряд я буду вязать тоже с прибавками. Каким образом? Значит, смотрите, вязала я 8-й ряд 2 петли прибавка, а 9-й буду вязать 3 петли прибавка. 1, 2, 3 провязали и делаем вот сюда прибавку. В 4-ю петлю провязываем 2 петли, 1 и 2. Провязали. Таким образом вяжем весь этот ряд до конца и потом уже будем закрывать наши петли. Довязываем. Все, провязала я 9-й ряд до конца, связали мы нашу панаму. Смотрите, у меня здесь осталась всего лишь одна петелька с мотка, после того, как я уже провязала все петли. Вот с этого моточка осталась всего одна петля. Как раз хватило на целую панаму. Сейчас будем закрывать петли. Каким образом, значит, вот наша первая петелька с начала ряда, да, мы ее берем, и вот наша вторая петелька, одеваем на вторую и вторую вытаскиваем вот сюда. Опять вот эта петелька стала нашей первой петлей, мы берем вот наша вторая петля и одеваем ее первую на вторую, вторую вытаскиваем, опять вторая становится первой, вот наша вторая петелька, мы первую одеваем на вторую и вторую вытаскиваем. Вот таким образом, просто продевая все петли, мы их закрываем. И здесь получается косичка. Все, вяжем, закрываем до конца весь этот ряд, и потом я покажу уже, как спрятать наши кончики. Все, закрыли все петли. Вот наша последняя петелька осталась. Мы ее сейчас вот здесь вот ищем, где наша первая петля, которую мы закрывали. Вот сюда мы будем сейчас продевать вот эту вот петельку оставшуюся, чтобы выровнять наш край. Вот таким образом, так, продели. Сюда просовываем вот этот остаток нити, продеваем его, фиксируем таким образом нашу петельку. Маркер уже можно снять. И уже вот этот остаток ниточки мы просто прячем, продеваем вот сюда вверх, здесь между петелек, прячем. Он очень хорошо спрячется за счет того, что пряжа такая пушистая и не будет заметен. Вот, продели немножко и все. Если вам не нравится, можете еще пару раз продеть, чтобы он совсем потерялся и не был уже нигде виден. Так, и еще вот здесь остаточек, маленький кончик. Все, вот мы спрятали наш хвостик, его нигде не видно. Ни с одной, ни со второй стороны. Все, наша панама готова.